Всем привет, друзья! Помните этот момент из моего айсберга? На обзорщике. Если хотите, то сделаю по ним целый ролик. Дайте мне знать в комментариях. Так вот, я все-таки решил сделать по ним видео. Если вы еще не видели этот айсберг и не знаете, о чем сейчас идет речь, то перейдите по подсказке сверху и посмотрите этот айсберг. Сразу скажу, что говнообзоры — это то, что есть или может быть у любого большого фандома. На ютубе таких обзоров много. И сегодня мы поговорим о говнообзорах. Всем приятного просмотра. Итак, что же вообще подразумевает это слово говнообзоры? Я вам скажу так, это обзоры не самого лучшего качества, что в плане информации и в плане монтажа. Но в большинстве случаев только в плане информации, спасибо и на этом. Некоторые люди могут смотреть обзоры игр, обзор на фильмы по-своему хороши, перед покупкой данной игры. И вот есть обзоры хорошие, а вот есть плохие. Я разберу 3 канала с такими обзорами. 2 канала затрагивают Hello Neighbor, а 1... Ох... Первый подопытный. Обзор на Hello Neighbor, интрига из ничего, с канала Макс Граф. Макс Графика. Макс Графика. Понятно. После рекламы ненужного сервера начинается довольно странная заставка. Так. Hello Neighbor — это худшая игра, в которой я когда-либо играл в своей жизни. Это настоящая трагедия от мира инди-хоррор индустрии. Увы, я... Во-первых, что ты, черт побери, такое несешь? И во-вторых, это не так. Бывали инди-хорроры и похуже. Ну, ничего страшного. Блин, да багов полно, блин. Игра сама рассчитана на багов, как бы. Она чисто... Ну да, версия секретная концовка была. Ее занизили все. И игровые журналисты, и обычные... Ой, да игровые журналисты, кого они там? Физика плохая. Это плохое, блин. Сюжет непонятен. Да кого, нафиг кому-то метакритики, они кто вообще такие? Они вообще ничего не решают, серьезно говорю. Баги есть в каждой игре такого типа, а в Соседе баги так это вообще фишка. Была, значит, российская студия под названием Dynamic Pixels. Именно они занимались разработкой игры. Изданием же занималась Tiny Build, который... Ой, картинка пропала, белый цвет. Отличный бизнес-план, ничего не скажешь. Однако, какие игры разрабатывали Dynamic до Соседа? В том-то и прикол, что Сосед для них был самой первой большой игрой. До Соседа они занимались чисто мобильными играми в стиле тамаготчи. То есть люди сидели такие, разрабатывали свои нахер ненужные игры, и кто-то из них такой: давайте сделаем 3D хоррор игру от первого лица, где много времени мы уделили офигенному искусственному интеллекту, хотя скорее всего у большинства Останови. Это претензия, то, что они мобильные игры разрабатывали, или что, я не понимаю. Я тоже не понимаю, что прикол. Нет, ну типа, ну да, была студия, и у них это первый такой инди-проект. Я так заметил, он еще затрагивает FNAF, из-за что перебью. Он затрагивает везде FNAF. Так Скотт вообще с чего начинал-то, блин? Он в говные игры тоже это выпускал, там какие-то плюшки, животные, которые страшные реально. Из этого превратился в FNAF. С чего-то мы все начинаем. Как тогда игры должны появляться в принципе? И говорить о том, что разрабатывали свои никому не нужные мобильные игры, довольно сильно, потому что Dynamic Pixels — это практически единственная российская студия, которая занималась такими ненужными играми. Зато таких обзоров хватает. Тем более каждый до чего-то и начинает. Как всегда, начнем с сюжета. Начинается все с того, что главный герой, будучи ребенком, по всей видимости живущий один дома, играет в футбол.
Мы лучше будем рассказывать про чела, у которого кошмары по ночам снятся. Давайте для примера возьмем Да. Hollow Knight. Когда вы... В смысле? Так это две абсолютно разные игры. Во-первых, по геймплею, во-вторых, по смыслу, опять же. играете в эту игру, вы потихоньку узнаете об истории этого мира через диалоги персонажа, через надписи на стенах, через внешний вид локации, а не через намеренный проигрыш ради флешбека. Да, я же всегда хотел узнать, как люди живут в дачном городке под Воронежем. А сосед кому-то нужен? Да нет, конечно. Да, ведь в соседе необходимы диалоги. Вот пускай мне рандомный NPC весь сюжет в лоб скажет. Это в любом случае будет куда лучше соседа. Да и вообще, как сказал один мудрый человек, показывайте, а не рассказывайте. Стойте, скажете вы, а как же тот портрет соседа с каким-то мужиком? Это отсылка вот на эту картину. Говорит о том, что сами продюсеры, директора, программисты писали сценарий игры на ходу, но они не знали, куда вести свой проект. Вот мы и получили кашу из ненужных намеков на несуществующий сюжет и вялое повествование. Сценарист есть, и это Никита Колесников. Просто он геймдизайнер, он музыкант, и он же сценарист. А тишина все давит и давит и давит на бедный мозг игрока. Тишины нет, Кстати, правда, тишины нет. Вы игры. Я не знаю, как это описать. Мне кажется, разработчики во время разработки игры танцевали над могилами своих учителей по информатике. Че? Давай пойдем на кладбище. Это жуткий месяц! Вызовем кого-нибудь? Какой писец. А вы тоже, да, у вас на информатике Unreal Engine учат, там, не знаю, Unity учат. Ну, у меня каждый день в школе, конечно. У меня так же, да. Да. Прям невозможно описать. Какие-то головоломки, чтобы догадаться до их решения, нужно быть либо самым тупым дебилом, либо самым умным сверхразумом. Непонятно, что делать? Нет подсказок? А может быть, в этом и заключалась идея самой игры? Господи, я действительно не понимаю, почему всех хейтит релиз. Почему вы не можете понять то, что «Привет, сосед» это не только хоррор. Вы даже не понимаете, не вникаете в сюжет. Кстати, о соседе. Где он там? Да, в этой игре и соседа-то как лотерея. То он начинает вас на каждом углу видеть и гоняться за вами, то он где-то застревает, и вы не можете сами его найти. В 2016 году меня попросили убавить ему интеллект, а сейчас наоборот. Хотя, ладно, на самом деле настоящему Никите плевать, а меня озвучивает благодей. Ладно, теперь переходим к самой лучшей части этого обзора. Когда-то FNAF возродил этот жанр. Появились новые разрабы в этой сфере, на которых была возложена надежда. Но ничего, кроме кала, мы не получили. И сосед это не единственный пример. Бенди, Балди, Гренни, Поппи. Хотя насчет Балди последнего еще не оценивать точно. как инди-хоррор. Это сильно просто Балди, просто понимаешь? Он же такой страшный. Да? Или ты уже погиб? Знаете, в чем Я умру разница сейчас. между FNAF и вышеуказанных игр? FNAF до сих пор жив благодаря фанатскому творчеству. Да не, не играл. Свои франшизы. Я не Ты могу играл? понять, во всё Я не это могу, разве ты играл? кто-то играет? Ты играл в летсплейщики эту? предпочитают избегать другие игры соседа, вместо того, чтобы целиться на кайф. А другие летсплейщики стараются... Бляха-муха. Ой-ой-ой, что-то... Ой, что-то... Ну, ё-моё. что-то хз. Что-то хз. Ну только вот что ты обосрал все инди-хорроры, которые стали популярны, может стоит подумать о том, что тебе просто такой жанр не нравится. Но самое смешное, знаете в чем? Нет, не в его картавой речи. Хотя я вообще как где-то с Гриффинов разговариваю. Самое смешное в комментариях. В комментариях он пишет:
Ну что, пацаны, играть мне в Бенди? Я реально не шучу. То есть человек строит свое мнение о игре, не поиграв в игру. Это как? Алло, Макс, ты где? просто прохлаждаюсь. Тебе нужно раскрыться и сделать обзор на этот комикс. Но я и не прячусь. Мне что, надо придушить тебя как сучку? Нет, Соник, я делал обзор на этот комикс все это время. Ты просто не понимаешь, как это работает. Ты мелкий сучонок. Хотя, если человек делает такой контент, то претензий нет. Но в обзоре на Бенди он говорит о том, что Бенди, оказывается, нормальная игра. Расчешись. Если человек так открыто об этом говорит, то значит ему за это не стыдно? Вот он, говнообзор во всем его проявлении. Переходим ко второму видео: взлеты и падения соседа. Видео начинается довольно-таки неплохо, с объяснением pre-альфы и первой альфы. Но со второй альфы начинается та же самая фигня, что и с Максом графикой. По моему же мнению, эта игра не хорошая и не плохая. Плохой ее можно назвать, что игра стала менее реалистичной. Графика стала как в каком-нибудь долбанном Фортнайте. В этой альфе соседу сделали максимально тупорылые в этом. Почему автор так решил, никто не узнает. В первых альфах сосед был медленным, а во второй он куда быстрее. Альфа 3. Зачем большой дом соседу? Ну теперь понятно. Конечно. Ну, серьезно, но зачем? Типа, чтобы что? Да, разработчики окончательно тронулись. Зачем соседу 6 долбанных этажей? Тогда почему ты не упомянул в первой альфе про большой дом? На своем канале он также снимает Angry Neighbor, но мне кажется, что у соседа в Angry Neighbor такой же дом. Скажу, что Tiny Build 25 июля 2018 года выпустила бесплатный и всратый порт своей игры на телефоны. Всратый порт Hello Neighbor на телефоны. Как я докатился до Angry Neighbor? Ну да, зачем этот дом нужен? Оставили бы первый акт и все. Стоп, тогда бы игроки жаловались на то, что игра слишком короткая. Блин. Да, разработчики окончательно тронулись. Сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Разработчики! Вы тронулись. Если серьезно, то этот дом — это фишка и условность, на которой строилась франшиза первого соседа. А вот тут, стой, останови. Тут сосед во время анимации и включения телевизора, он должен подойти к дивану. Но тут на его пути стоит объект, и он не может, запустить новую катсцену, где он этот предмет, отбрасывает. Соответственно, он застрянет. Кассета, не анимация, кассета. Анимация, пофиг. И все. Ну а теперь финальный обзорщик. С вами Зак, всем привет. Шайман, не выдержав накала, покинул меня. По оригинальному соседу этот обзорщик, слава богу, ничего не делал. Но не обратить внимания на него я не мог. Скажу сразу, Angry Neighbor — это игра плагиат, за которую еще и просят деньги. А ее разработчик Ярослав Безруков реально Безруков. Потому что он ничего не сделал своими руками. А я остановлю вас, когда станет совсем невозможно смотреть. Отлично! Начинаем! Мальчики, в игре глюк очень перегревается телефон из-за слоумо. Блин, мне достали такие пользователи, которые это вы рукожопы. Она уже, потому что она выходит из игры Hello Neighbor. Я понимаю, почему 4.0 так и не вышло. Потому что вы давили своего разработчика тупыми отзывами до слез. Можно просто взять кнопку, которая всех выебет. И этими губами ты целуешь свою маму? Нужны ли мои комментарии к этому видео? Отзывы для того и нужны. Хотя, да, есть отзывы, которые обманчивы, но не до такой же степени, чтобы обзывать людей. Лучше почитай книгу, потому что твоя дикция и речь может измениться в лучшую сторону. Матов в ролике полным-полно, и это некрасиво.
Можно материться как сапожник, но как будете выглядеть вы со стороны окружающих? Думаю, суть вы поняли. Больше ничего про этот ролик я не скажу, ибо отзывы разбирать это уж точно не мое. А про его речь маты я объяснил только что. Теперь я хочу перейти к смыслу моего видеоролика. Некоторые построили свою карьеру на обсирании других людей, отзывов, игр. И по такой логике эти люди хайпились, да, как они считали, позоре. Ну, Алексей Че, ты же сейчас делаешь то же самое. Как бы да, но нет. Я привел 3 обзора и канала в качестве примера. Ибо без примера вы бы не поняли мораль. Мораль сей басни такова, то что хайпиться на, как вы считаете, позоре, это не очень хорошо. В особенности это касается канала Андесурса, которого мы разобрали, и Зара. А Макс Графика я просто так разобрал. Хочу сказать спасибо Шайману и Благодею за то, что поучаствовали в моем видеоролике. Пишите свое мнение в комментариях, делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и пока.